Леонардо все спланировал. Он войдет в историю и женится на своей матери, Оливии. Но никто не знал, что этот человек скрывал страшную тайну. И то, что в итоге произошло в день свадьбы, просто невероятно. Мигель и Оливия были друзьями детства и жили со своими родителями в маленьком шахтерском городке. «Ты такая красивая, и когда-нибудь я женюсь на тебе», — сказал 10-летний Мигель. Он также сказал Оливии, что когда-нибудь построит для нее большой дом. «Как?» — с невинным видом спросила Оливия. «Я не знаю, но постараюсь», — сказал Мигель. Затем он схватил ее за руки, и они стали играть в саду неподалеку. Так началась эта история любви. Когда Мигелю исполнилось 28 лет, он попросил Оливию выйти за него замуж, и они устроили пышную свадьбу. К тому времени Мигель, как и его отец, тоже работал в горнодобывающей компании, и они с женой переехали в жилье, предоставленное компанией. Это было скромно и красиво. Работа в шахте была довольно напряженной, и Мигель, в отличие от своего отца, был не совсем крепким и часто жаловался на боли в теле. Однако это не помешало ему работать, потому что он должен был обеспечивать свою семью. 5 лет спустя Мигель и его коллеги работали, когда произошел оползень. Лишь немногие выжили в этом инциденте, и, к счастью, Мигель был среди них. Когда это произошло, Оливия посоветовала своему мужу уволиться с работы и заняться чем-то другим. Хотя он не уволился. Он купил участок земли и планировал позже заняться садоводством. Он и не подозревал, что эта земля в конечном счете проложит путь к осуществлению его мечты и даст его семье ту жизнь, о которой они мечтали. 7 лет спустя у пары родилось 2 детей – Сара и Леонардо. Именно этот мальчик приведет свою мать к алтарю по шокирующей причине. Мигель продолжал работать в горнодобывающей компании, в то время как Оливия присматривала за детьми. К сожалению, однажды вечером Мигеля срочно доставили домой после того, как он получил травму. В результате несчастного случая он был прикован к постели на пару недель, а после того, как он поправился, его компания попросила его взять отпуск на пару месяцев, чтобы отдохнуть. Вскоре Мигелю надоело сидеть дома, и однажды он купил газонокосилку, отправился на участок, который купил, и начал убирать поле. 3 дня спустя, работая на участке, Мигель заметил нечто, заставившее его замереть. Это был небольшой камень, и цвет его был светлее, чем у всех других камней. Мигель заподозрил, что в этой земле есть золото. Он начал копать и вскоре нашел крошечный золотой самородок. Охваченный волнением, Мигель помчался домой и сообщил новость своей жене, и она была вне себя от радости. В течение следующих 2 месяцев они нашли еще несколько золотых самородков стоимостью в целое состояние. Теперь семья могла жить безбедно, даже не работая ни дня. Мигель наконец-то построил большой дом, который обещал Оливии, когда они были маленькими. Несколько десятилетий спустя Мигель нашел еще один золотой самородок, на этот раз размером с бейсбольный мяч. Он спрятал его и рассказал о местонахождении своей жене. Однажды, когда пара разговаривала о золотом самородке, Леонардо подслушал их разговор. Позже, тем же вечером, он спросил своих родителей, где они спрятали сокровище, но они ответили, что сообщат ему и сестре в нужное время. «Ладно, все в порядке, я доверяю вам», — сказал Леонардо. Но вместо этого он тайно начал поиски золота, но все его усилия были напрасны. Годы спустя Мигель и его жена по-прежнему наслаждались обществом друг друга, и им было очень весело. Их любовь друг к другу росла с каждым днем. К сожалению, когда Мигелю исполнилось 70, он заболел. «Я хочу, чтобы ты хорошо заботилась о детях. Не думаю, что я здесь надолго останусь», — сказал Мигель своей жене через несколько месяцев после того, как заболел. К сожалению, в ту ночь Мигель скончался на руках у своей жены. Их дети, теперь уже взрослые, вернулись домой и достойно похоронили своего отца. 2 недели спустя
Родственники, за исключением Леонардо, разъехались по своим домам. Теперь, когда Мигеля не стало, Леонардо спросил свою мать о местонахождении золотого самородка. Но она сказала ему, что еще не время раскрывать тайну. В тот день он очень разозлился, накричал на маму и захлопнул перед ней дверь. Смерть Мигеля негативно сказалась на Оливии. Она не спала всю ночь, предаваясь воспоминаниям о прошлом. Иногда она даже увлекалась и разговаривала с ним так, как будто он сидел совсем рядом с ней. У нее началась депрессия, и она начала терять вес. В это время Леонардо не обращал внимания на свою больную мать. Вместо этого он целыми днями обыскивал дом и двор в поисках золотого самородка. Довольно скоро у Оливии начали проявляться признаки слабоумия. Она расхаживала по дому, разговаривая сама с собой. Она также забыла имя Леонардо и в разных случаях иногда забывала, что он ее сын. Леонардо боялся, что его мать забудет, где спрятан золотой самородок, но каждый раз, когда он спрашивал ее об этом, она отвечала: «Я знаю, где он, но пока не могу тебе сказать». Леонардо не отвез Оливию в больницу. Вместо этого он держал ее дома, надеясь, что она раскроет ему секрет. И вот однажды случилось нечто ужасное. В тот день Леонардо услышал смех своей матери и подслушал, что она говорит. Казалось, она с кем-то разговаривала, но из своего укрытия он не видел у нее телефона. Как только она закончила, Леонардо покинул свое укрытие и бросился в комнату своей мамы. Он был так потрясен, увидев, что она лучезарно улыбается. «Твой отец вернется через 3 дня. Он поехал в Париж за моим свадебным платьем. Через 3 дня я выхожу за него замуж», — взволнованно закричала Оливия. Она выглядела такой счастливой. Леонардо не смог убедить свою мать в том, что у нее галлюцинации. Вместо этого он придумал подлый план. На 3-й день Леонардо оделся как его отец, а затем отправился в комнату Оливии. Как только бедная женщина увидела его, она вскочила на ноги. «О, любовь моя, ты вернулся! Ты купил свадебное платье?» — спросила Оливия. «Конечно, я сделаю для тебя все, что угодно», — сказал Леонардо. В этот момент он опустился на колени и попросил свою мать выйти за него замуж, и она закричала «да». После этого он подарил ей свадебное платье. В тот вечер Леонардо поспешил в церковь, чтобы договориться со священником о свадьбе. Он сказал священнику, что его мама всегда хотела сыграть вторую свадьбу с его отцом в старости. Но теперь, когда его больше нет, он хотел бы исполнить желание своей матери. Леонардо также рассказал священнику, что в последнее время у его мамы был психический стресс, и он думает, что свадьба исцелит ее разум. Священник согласился и поблагодарил Леонардо за то, что он был самоотверженным сыном. Леонардо знал, что его мать будет в восторге в день свадьбы, поэтому он планировал расспросить ее о золотом самородке в церкви, когда они будут произносить свадебные клятвы. Наконец, настал день свадьбы. Лицо Оливии было так прекрасно, словно от него исходили райские лучи. Леонардо тоже был великолепен в своем смокинге, но выражение его лица было странным, диким и тщеславным. Он был так близок к осуществлению своих планов, и никто не мог встать у него на пути. Все шло хорошо, пока не пришло время обменяться обручальными кольцами. Именно тогда Оливия попросила Леонардо обнять ее. Она ничего не заподозрила, это была просто невинная просьба. Леонардо знал, что это будет выглядеть подозрительно, если он откажет, поэтому он согласился, надеясь, что она его не узнает. Как же он ошибался? Как только Леонардо обнял ее, Оливия вскрикнула. Она сразу узнала своего сына. Потрясение заставило ее вспомнить все. Она не могла поверить, что ее сын пошел на такое из-за золотого самородка. Она была в отчаянии и выбежала из церкви. Леонардо был очень смущен своими действиями. Он также бросился бежать, и это был последний раз, когда его кто-либо видел. Оливия, теперь уже в здравом уме, продолжила посещать могилу своего мужа.
Она также составила завещание и ничего не оставила Леонардо. Как выяснилось, пара собиралась отдать Леонардо 50% своего состояния, но из-за его жадности он не получил ничего. Дорогие зрители, а как бы вы поступили на месте Оливии? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.